Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца лета в вашей судьбе. Давайте узнаем. И июнь у нас месяц, словно между прошлым и будущим. Месяц где-то накала страстей и кульминации. И вот те ситуации, которые у вас складываются на начало июня, они каким-то образом потом должны трансформироваться в более четкий план. И как раз про страсти будем говорить. Строились накал страстей. Это может быть связано с тем, что вам придется в течение лета, до конца лета, решить какой-то вопрос. Вот то, что вас сейчас, мои дорогие овны, скорее всего, беспокоит, это и будет означать, что ретро-Плутон до конца лета вам поможет решить, что же вы возьмете с собой в будущее. Итак, давайте будем узнавать, какие перемены идут на ваш порог, какие события совсем скоро произойдут, и о чем, возможно, вы даже не догадываетесь, а это случится. И вот как раз о событиях нам и расскажут карты пасьянса. Что же там внезапно придет на ваш порог, что спешит в вашу жизнь, по сути, будет совсем скоро. Во что это выльется, да, или как это отзовется в вашей реальной жизни. Конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Потому что, карты – это карты. В реальной жизни, наверное, все немножко иначе. Итак, что-то не вижу я совпадений, пока я с вами разговаривала. Что для овнов нам расскажут и покажут карты. Вообще, когда такое происходит, могу сказать, что это, знаете, относительно спокойное течение жизни. Но все же есть какая-то тема, вас интересующая, потому что цепи. Вот у кого-то это может быть какой-то вопрос, действительно, вот все то, что я говорила до карт. Нужно решить какую-то проблему. Как закрыть, может быть, даже какую-то тему. Но вот смотрите, у кого-то это, может быть, кольцо выпадает, как прочный союз. Может быть, это касается работы, может быть, вопросы и личной жизни, да. Но здесь, вот вполне вероятно по Плутону, и это может вам где-то помочь колокол. Здесь я, кстати, также допускаю, что мы можем узнать, если мы говорим, мы решаем, что мы возьмем с собой в будущее. Поэтому тут вот могут наши планы как раз меняться из-за того, что хотели-то мы одного, а вот сложилось как-то по-другому. Обстановка вокруг нас, обстоятельства, они могут меняться в конечном итоге до конца лета, что-то и формируют. И это могут быть как известия в средствах массовой информации. Пусть это известие о каком-то конкретном человеке. То есть одно дело то, что мы хотим осуществить, и вот именно то, что мы называем обстоятельствами. Ладно, пойдем дальше. Но где-то эта тема как раз и дополняется. Может быть, вот эти цепи или какая-то, неразрешимость, скажем, да, на начало лета. Скорее всего, будет претерпевать изменения, чтобы все сложилось в какой-то красивый узор. И у вас обязательно сложится, смотрите. Когда, особенно в конце, выпадает голубь, вот пусть оно вообще все идет наперекосяк поначалу. Все отстроится, мои дорогие. Вспомните мои слова, потому что это благополучие. Оно как по всем канонам и статьям. То есть выравнивание идет какой-то у вас ситуации. И даже если поначалу кажется, да это вообще век не разберешься в каком-то вопросе, все же и так бывает, да? Значит, мало-помалу все равно все приходит в какой-то баланс или равновесие. И вот пока я с вами говорю, просматриваю внимательно, что же тут можем мы еще соединить. Вот есть как будто что-то очень такое важное, да? Скорее всего, и опять же, это где-то планетарно. Я не вижу боль, а вижу уже вижу, то не вижу, то вижу, да? Шучу, конечно, надеюсь, понимаете мой сленг. Смотрите, овны, как будто запланирована вам какая-то победа. И, скорее всего, это вот та задача, которая поначалу кажется, возможно, даже неразрешимой. Победа будет. И тут, может быть, знаете, даже такая конфигурация. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я беру поговорку, пословицу, да. Но, значит, что-то вот совсем близко у вас вот-вот разрешится в течение лета. Это факт. Это уже там, наверное, в книге вашей судьбы, в небесных скрижалях прописано, победа будет. Но, наверное, не совсем так, как вы это предполагаете. С какими-то
изменениями. Или, возможно, то, что вам, мои дорогие, тоже придется корректировать. Будьте просто к этому готовы. И вот теперь уже точно продолжим. Давайте будем... У нас сегодня 2 колоды в Чаромаркете. «Золотые мечты» называются, колода Ленорман. Вот мы сейчас с вами о сферах жизни и о событиях, которые буквально спешат в вашу жизнь, будут для вас как и новыми, так и важными в течение лета. Ну, давайте первую карту мы достаем. До конца лета что нового придет в вашу жизнь? В какой сфере? Вторая карта – важное событие, чем запомнится вам лето, Овны. Кто или что не оставит вас равнодушным, или вы сами не сможете что-то как игнорировать. Это будет та тема, которая именно будет вас либо волновать, либо это то, что меняется, может быть, да, как какие-то и новости. Ну и что же прояснится в вашей жизни? Опять же, может быть, это просто нам расскажут, в какой сфере эти прояснения произойдут. Ну и раз уж так у нас все тут меняется, что или кто появится неожиданно? Что вообще для вас будет внезапно? Какая сфера жизни, опять же? Что изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь, и вас самих? С чем, с кем это связано? Ну и достанем в заключение карту «Совет» и одновременно узнаем, а к чему же приготовиться, что будет дальше. Да, может быть, даже конец лета и заходом на осень. Ретро-Плутон до середины октября, поэтому я допускаю, какие-то детали, нюансы будут продолжены. Но и так, что спешит, что совсем близко? Ваше благополучие. И вот в Чаромаркете дерево, мы говорим, это наши корни, это наш дом, это наша стабильность, где-то и финансы, но он еще и, посмотрите, древо сферот. Это полный баланс, я говорила об этом по пасьянсу. И все то, что я сказала по пасьянсу, эта карта подтверждает. Если мы говорим новое, то по этой карте, вы знаете, тут, скорее всего, равновесие. Какой-то новый эквивалент равновесия, новый эквивалент стабильности. Может быть, это даже у кого-то по карьере, у кого-то будут решаться вопросы личной жизни, дома, может быть, и переезда куда-то. Или это то, что будет связано с родственниками. Вот давайте на колоде Таро немножко проясним. Здесь даже карта может предвосхищать запутанные истории, которые тоже закончатся порядком. Порядка будет больше, это точно. Вы себя будете чувствовать. Понимаете, это вот внутреннее ощущение самодостаточности, самоуверенности, главное, наверное, спокойствие. Вот новый эквивалент спокойствия, высшая октава, как раз по этой карте. Ладно, так что же там? Совсем близко. Ну вот уже дополнительную карту я точно не буду тянуть. Карта победителя. И все то, что я говорила и по пасьянсу, и только что эта карта подтверждает. Ну, давайте тогда вторую карту. Что же там самое важное событие в течение лета? Чем вам лето запомнится? А вы знаете, вам запомнится лето, птицы. Птицы – это всегда информация. Много. Люди, может быть, много людей будет вот в течение лета, самых разных персон, которых вы не знаете. И, может быть, некоторым людям еще предстоит. Вы будете им как проверку такую своего рода устраивать. Вы сами здесь будете более вдумчивыми, потому что то, с чем вы будете сталкиваться, это, кстати, у вас интуиция будет, это я уже не про карты, это я говорю планетарно. Вот так вот складываются обстоятельства, как будто учат Овна доверять самому себе. Опять же, чтобы было больше вот это чувство самодостаточности. Так вот, вы будете чувствовать, что, знаете, в каком-то диалоге, нет, что этот человек говорит вообще непонятно что. Или вот какая-то персона, и хочется верить, а что-то меня внутри останавливает. Вот, кстати, такие метаморфозы. Слушайте, опять же, себя, доверяйте себе. Потому что по этой карте, как и люди, могут приходить. Надежная часть, может быть, или один даже. Но есть и те, которые именно в нашей жизни останутся прохожими. И точно так же где-то с информацией. Нам придется перелопатить большой объем информации, прежде чем мы как будто выудим оттуда рациональное зерно. Что это? Что же за важное событие, что не оставит вас равнодушным? Тема, опять же, продолжается. Дерево, благополучие, мои дорогие, да? Или вот эта победа. Очень емкая карта. И тут могут быть буквально вопросы жилья.
стены. Ну, может быть, у кого-то купля-продажа, у кого-то вопрос о переезде. Перекладывайте на себя. Все же мы все разные. Но это все включает в конечном итоге какой-то очень хороший эквивалент. Это не просто победа, а это такая материальная победа. Иногда это может быть даже, к примеру, да, пусть по работе, какой-то ваш проект. Но он еще на начало лета может быть таким, знаете, сырым, непонятным. А вот что-то вы не сможете оставить, ну, или проигнорировать, или оставить без внимания, именно потому, что как-то так будут складываться еще и обстоятельства, или ваш плюс к этому интерес. Когда вы видите в этом рациональное зерно, значит, и заработать деньги, получить должность, договориться с кем следует, даже в какой-то путанице и чехарде. Да вы ресурсны, мои дорогие. Или, может быть, конкретно откуда к вам приходят деньги, вопрос вы будете решать. Поэтому вот смотрите, вот эта сердечная тяжесть, да, цепи, тут ведь и правда. Вопросы могут быть не решены еще, как и по части личной жизни, дома, но, может быть, вот откуда приходят деньги, по вопросы работы. И если даже поначалу это напоминает лабиринт, то до конца лета у вас явно что-то отстроится. Планетарно точно так же. Следующая карта. Что прояснится в вашей жизни? Вот, может быть, более конкретно документы. Все же здесь, именно в этой карте, письмо, как официальный документ. Ну, конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть даже как онлайн вам пересылает, может, в PDF какой-то документ вы получите. Значит, это нужная какая-то бумага. Возможно, это будут какие-то договоренности, соглашения. Кто-то ищет работу, может быть, на расстоянии, кто-то хочет вообще, кстати, у вас, по сути дела, две карты дома, кто-то будет всерьез думать, или если уже у вас положено начало, развивать какой-то свой проект, чтобы, к примеру, работать из любой точки мира. Может быть, это даже дополнительный доход. Возможно, это какие-то трудовые соглашения, а может быть и личная жизнь. Хотя больше нам, конечно, Чару-маркете в этой карте говорит, потому что это пики. Значит, это именно, скорее, либо документ, или вы хотите подписать, например, да, вы можете обращаться к специалистам. Каким образом это сработает в лучшую сторону для вас? Может быть, как работает закон. Тут правда, где-то эту карту мы можем соединить вот с птицами. Когда вот есть неразбериха, ну так значит мы должны сделать порядок как будто, да, и может быть это какие-то документы вам действительно придется подписывать. Итак, так все-таки, что же там у вас еще прояснится? Вообще можно ничего не добавлять. Карта Солнца, сама по себе карта Солнца, да, это карта ясности. Вот это старший аркан. Я говорила, в небесных скрижалях прописано. И по этой карте раньше, если выпадало, говорили: дорогой, у тебя все будет хорошо. Поэтому и где-то нам благополучие тоже об этом говорило. Вы знаете, пусть немного вот значений выпало в картах пасьянса. Видимо, просто у каждого здесь какие-то свои интересы, свои, пусть даже, может быть, и мелкие такие занозы, да, на начало лета. Но, значит, из этого чего-то, даже из мелкого, оно разберется, и вот какой-то более крупный, четкий сюжет у вас получится. Не только прояснится, ведь это карта выбора правильного направления. Вы с чем-то очень важным, глобальным определяетесь. И в разных сферах жизни. А может быть, для кого-то из вас, мои дорогие любимые овны, это будет означать, что вы все сферы жизни сумеете упорядочить. Давайте следующую карту. Кто или что появится неожиданно? С чем? С какой внезапностью? А вот смотрите, вы тут будете ведь двоякое значение. Ну, изображен серп, вообще называется коса. Эта карта. Ну, в принципе, тут понятная аллегория. С одной стороны, это получение урожая, и у вас десятка выпадает, и карта дерева, да? Поэтому урожай какой-то будет. Может быть, это буквально вот какой-то финансовый, материальный эквивалент. Но есть еще и такой момент. Все-таки коса или серп – это острие. И мы можем пораниться. Поэтому, значит, у вас появится, вот я говорила тоже, опять же, все то, что нам показывают уже Ленорман, Таро, это вторит картам старинного пасьянса. Потому что вот я говорила, не было бы счастья, да? Но какая-то неожиданная, может быть, информация, кстати.
или обстоятельства, они могут сложиться так, что мы поначалу действительно воспринимаем это как занозу. Или думаем, что, боже мой, ну вот зачем еще вот какие-то там проблемы мне добавились. Но, а это что-то должно, даже если в одну кучу сваливается, вы должны как разгрести, может быть, да, ну какие-то, может быть, и как вот так говоря иносказательно, авгиевы конюшни, которые накопились за длительный период времени. Потому что на кону-то ведь у вас солнце. Где-то эта карта, она подразумевает, что мы прошлое должны пересмотреть. Теперь это не важно. По крайней мере, это на короткий процент, на малый процент будет то, что именно вы, мои дорогие овны, возьмете с собой в будущее. Но есть и вот такая своеобразная чистка, как урожай собрали, да, а все то, что не нужно, сложили в одну кучу. Вот что-то подобное. И здесь могут этому как раз способствовать какие-то вести, новости или даже вот то, что в обстоятельствах присутствует вокруг вас. Так что же там для вас внезапно? Поконкретнее расскажите нам карты. Вопросы закона, вопросы согласований, может быть и персоны, которые занимают высокий пост. Иногда это карта узких специалистов, и тут буквально люди, работающие с металлом, может быть это любой специалист, вплоть до врачей, когда тоже с каким-то вопросом нужно разобраться. Но у кого-то это может совпадать с человеком, ведь это карта, знаете, холодного мышления, рационализма, в принципе, и эксперта. Может быть и как и человек, который по этой карте рожден, может быть, под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Но у нас в близнецах сейчас уран как раз. Возможно, это какой-то поток новостей, а это очень с ураном в близнецах как раз и сходится, импонирует, как будто вибрирует, да, в одной плоскости с какими-то темами, когда и бумаги, и люди, и высокопоставленные лица, иногда люди в погонах идут тоже по этой карте. Ну или сильные мира сего, может быть и так. Все тут от уровня. Вот смотрите, правда, усталость, но оно и понятно, потому что коса – это всегда много работы. Это мы, чтобы собрать этот урожай, вынуждены потрудиться. Но тут ведь есть опять же то же самое значение, когда есть и урожай, как будто у нас хватит сил эмоциональных и физических что-то довести до ума, а потом как будто эту вязанку ненужную сбросить. Ну, зернышки мы собираем, правда, а то, что в виде соломы остается, мы, конечно же, это убираем в сторону. Все то, что я сказала, карта подтверждает. И может быть неожиданный какой-то итог, какой-то вывод. Вы что-то будете сводить к общему знаменателю или даже как будто доделывать что-то. Я вот это тоже не исключаю. В итоге праздник вам обеспечен. Праздник – это как сбор урожая, мои дорогие. Но вот, видимо, то, что, ну, грубо говоря, что сделать с этой соломой, куда ее складывать и кто будет это косить, может быть, вот такие, или вообще, как вам самим правильно сориентироваться с чем-то. Вот будут такие вопросы, вы их не сможете игнорировать, и они у вас будут появляться внезапно. Значит, будьте готовы к тому, что, может быть, вы что-то и просчитали. Но и просчитали, я имею в виду, какой-то у вас план уже даже, да, тезис, план. Но это придется корректировать, потому что здесь может меняться и неожиданно меняться, как ваши интересы, кстати. И это будет одновременно совпадать с тем, что вот в ваших руках сейчас есть, как ресурс, как возможность, как может быть и денежная какая-то ситуация, и вот тем, что происходит вокруг вас. То есть нужно и себя не обидеть, но как и вписаться в какой-то жизненный поворот. Вот так. Что изменит ваши планы? Вот как раз в тему, а быть может и вашу жизнь. Ключи в ваших руках. От какой-то истории, которая прежде была зависшей, или от той истории, которая, может быть, как была закрыта в какой-то клетке. Здесь у нас роза – это личная жизнь у кого-то, может быть. Но у вас сильная позиция. Вот эти ключи, они в ваших руках. И только вы будете решать, в какую сторону повернуть этот ключик. Открыть эту клетку или закрыть. 8 бубен. Здесь могут быть вопросы, правда, по поводу работы и финансов. Могут это также совпадать еще и с темой личной жизни. Поэтому деньги сами по себе. Или, может быть, жилищные вопросы могут изменить ваши планы. Ну, где-то понятно, или откуда к вам приходят деньги, вопросы
работы. Так что же изменит ваши планы? Может быть и личная жизнь. Иногда это карта ожидания. Часто это идут наши близкие. Может быть известие от близких. Может быть от вашего близкого, любимого человека. Да, ну хоть королева, но не будем по полу карту рассматривать. Это именно иногда идут вот как наша пара. Хотя я тоже не исключаю, может быть, и есть человек, который рожден под знаком зодиака, стихия уже воды, рыба, рак, скорпион. Что изменит ваши планы? Некоторые задержки или, мои дорогие, регламент. Вы отправляете куда-то документы, и нужно подождать. Или вам нужно один документ оформить, вы приходите, может быть, к чиновнику. И вот как раз то, что мы с вами говорили. А вот такое бывает очень часто. Нам нужно получить какую-то бумагу, мы думаем, да, сейчас вот пару дней я этот вопрос уже решу. И вдруг оказывается, что для этой бумаги надо еще 15 штук каких-то бумажек собрать. Вот вы можете столкнуться с этим. Поэтому это где-то вот именно по расстоянию, по времени, я имею в виду, то, что вы не можете ускорить, это от вас не зависит. Но это нужно принять как должное, и где-то тогда предыдущий у нас, да, вот эта позиция будет говорить, Овен, ты получишь этот раз, как бы итог, да, или получишь там вот то, что ты запланировал. Но тебе придется, может быть, с некоторыми задержками и как раз вот то, что предусмотрено законом, проделать. И тогда примите к сведению, что лучше собрать все то, что полагается по системе иерархии, и это будет значительно быстрее. Ты как будто все равно выйдешь победителем, нежели застрять в одном кабинете и кому-то что-то доказывать. И конфронтацию все-таки по этой карте, смотрите, тут ведь это карта 33 число. И если здесь 10, мы говорим всегда, это итоговое, да, вот вам десятка пентаклей, то есть эквивалент, итог, материальный вы получите. 33, если мы сложим, это и есть 6. 6 это у нас всегда вершина или карта победы, победителя. Поэтому вот какой-то правильный поворот ключа, а возможно с кем-то договариваться вам придется. Что изменит ваши планы, а быть может вашу жизнь? Но опять же аркан умеренности старший. Поэтому тут не надо куда-то торопиться. Не гони лошадей. И будь внимателен, пусть не в этой колоде, но иногда аркан именно умеренности говорит, его величество случай, я говорила это по арканам пасьянса. Когда вы что-то не предполагаете, когда жизнь иногда нас ставит в патовую ситуацию, и мы думаем, боже мой, а что делать? Да, или мы можем даже думать, все пропало, потому что вот эта карта, она имеет в основе исторический факт. Когда я уже не останавливаюсь, иначе если я тут как, я через символы вижу все эти карты, поэтому если останавливаться, да, на мифологии, на истории, это до бесконечности я могу говорить вообще. Но просто примите к сведению, что может быть какая-то патовая ситуация, вы в ней оказываетесь и даже чувствуете, елки-то я здесь вообще ничего не могу изменить. Но это, так и знаете, какой-то поворотный момент, когда вам придется действовать совершенно по-другому, и это будет означать для вас такой прорыв и решение как будто многих вопросов, даже следом ваша популярность. Вот у кого-то даже так может совпасть. Ладно, давайте будем узнавать карту совет. Ну и, в принципе, к чему же приготовиться? На этом все не заканчивается. Какие-то добрые события, добрые перемены, всадник, добрые вести буквально. Тут у нас как почтальон. Опять же какие-то бумаги, соглашения и как будто на радуге. Новые возможности. Здесь это может быть связано с радостными событиями. Очень такая светлая, добрая карта и динамика. Нет застоя. То есть вот в принципе некогда скучать. Тут где-то карта, если мы как совет, придется где-то быстро поворачиваться. Ну, я думаю, не заржавеют. За этим у Овна тут любой драйв, да, иногда, может быть, для некоторых из вас, лишь бы не было какого-то болота. Так вот, похоже на то, что, в принципе, лето для вас пройдет в добрых энергиях, но на этом не заканчивается. Скорее всего, может быть, до конца октября вот такие добрые энергии с какими-то еще возможностями по этой карте возможности, ну и добрые перемены спешат в вашу жизнь. Но, видимо, иногда придется, может быть, где-то и не торопиться. Больше энергии такие спокойно вдумчивые. Вот лето, видимо, для вас складывает какой-то сюжет, когда шаг за шагом все разберется.
и именно в тот срок, как прописано в вашей судьбе. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете прекрасные комментарии, добрые, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.